Привет, привет, мои дорогие студенты! Меня зовут Наталья, и это канал Practical Russian, где мы изучаем русский язык. Сегодня мы будем изучать глаголы висеть, вешать, повесить. Это второй урок с такими глаголами. Первый урок уже на канале, он здесь. К этому уроку будут упражнения. Внизу есть ссылка на транскрипцию и упражнения. Чтобы понять, когда и какой глагол использовать, вы можете слушать аудио. Лучше послушать аудио 5 раз или даже 10 раз, чтобы понять, какой глагол нужно использовать, в какое время. Аудио будет внизу. Сегодня я покажу вам, что висит у меня в комнате и как я вешаю одежду на вешалку. Поехали! Это моя вешалка. Здесь висит моя теплая одежда. Была зима, было холодно. И здесь висит моя теплая одежда. Это теплые куртки, это теплые свитера, это брюки. У меня здесь темные джинсы и шарфы. Я хочу убрать эти вещи и повесить сюда то, что я буду носить весной. Сейчас начинается весна, сейчас уже апрель, на улице становится теплее. Я хочу повесить сюда весеннюю одежду. Я хочу повесить сюда то, что я буду носить. Я не буду носить эти теплые куртки. Нет, уже довольно тепло. Я не буду носить эти свитера, они очень теплые, тоже нет. Я не буду носить эти брюки, я не хочу носить темные джинсы, у меня есть светлые джинсы, это я тоже не буду носить. И здесь у меня два шарфа, этот я не буду носить. Коричневый шарф, может быть, я еще буду носить в ближайшие дни, поэтому я хочу оставить его на вешалке. Я повешу его сюда обратно. Я вешу шарф на вешалку, пусть он еще висит здесь. Да, шарф висит на вешалке. Я повесила его, пусть висит еще 1 месяц. Если ваш уровень beginner, у меня есть специальный файл, где мои уроки для уровня beginner. Там есть аудиофайл, там есть транскрипция и упражнения. Вы можете изучать русский язык самостоятельно. Вы можете делать это дома. Вы слушаете урок, вы читаете транскрипцию, вы делаете упражнения и опа, вы больше не beginner, вы уже уровень выше, вы уже intermediate. Ссылка будет внизу, это файл с моими уроками для уровня beginner. Ссылка под видео. Здесь у меня темная сумка, я не буду ее носить, поэтому я ее убираю тоже. У меня есть другая светлая сумка, я буду носить ее весной и летом. Это моя светлая сумка. Я хочу повесить ее сюда. Я буду носить ее весной. Я вешаю ее сюда на вешалку. Я вешаю сумку на вешалку. Теперь она висит на вешалке. И я буду ее носить. У меня есть короткое пальто. В апреле я буду носить короткое пальто. Это пальто. Я вешаю пальто сюда, на вешалку, и оно висит на вешалке. Теперь я буду его носить в следующие дни. У меня есть тренч на весну. Это тренч, я тоже буду его носить в мае, может быть даже в апреле.
Так что нужно повесить его сюда. Я вешаю тренч вот сюда. Все. Теперь он висит на вешалке. Что еще? У меня есть жилетка. Когда будет чуть-чуть холодно, летом, я буду надевать эту жилетку. Я тоже хочу повесить ее сюда. Я вешаю ее рядом с пальто. И теперь жилетка висит здесь на вешалке. Я повесила ее. Она теперь будет у меня висеть на вешалке до конца лета. Так, у меня здесь пиджак. Я буду носить его летом. Я тоже хочу повесить его сейчас. Может быть, в мае уже будет очень тепло. Так, я вешаю пиджак сюда. Все. Теперь пиджак тоже висит здесь. Пиджак висит на вешалке. Я его повесила. И я его буду носить. У меня рубашка здесь. Я ношу часто. Я хочу повесить ее на вешалку. Я вешаю рубашку на вешалку. Рубашка висит на вешалке. Следующее у меня джинсы. Это светлые голубые джинсы. Я тоже вешаю их на вешалку. Я повесила джинсы. Джинсы висят на вешалке. И брюки. Мои легкие брюки. Я буду носить их. Я уже ношу их иногда. Я тоже вешаю их сюда. Я повесила брюки. И брюки висят на вешалке. Здесь висит моя весенняя одежда. Это то, что я буду носить весной. Что-то я буду носить летом. Я поменяла одежду. Я убрала зимнюю одежду, и я повесила сюда свою весеннюю одежду. Теперь все висит на вешалке. Красота! Как вы видите, у меня в комнате нет картин, но у меня есть одна маленькая картина. Я нарисовала ее 3 года назад. Я сама нарисовала ее. Я была на мастер-классе, и я нарисовала эту картину. И уже 3 года я не могу ее повесить. Я хотела повесить ее, но до сих пор я не повесила эту картину. Может быть, сейчас я могу повесить ее. Куда я хочу повесить эту картину? Сюда? Или, может быть, сюда? Над столом было бы хорошо. Нет? Не знаю. Чтобы повесить картину, нужно сделать дырку в стене. Я не очень люблю дырки в стене, поэтому я до сих пор ее не повесила. Ой, вешать или не вешать? Не знаю. У меня в комнате нет картин, у меня в комнате не висят картины, у меня в комнате нет люстры. В соседней комнате висит люстра на потолке. В соседней комнате есть люстра. В этой комнате нет люстры. Я могу вам показать. У меня в комнате висят занавески, но у меня нет люстры. Вы видите, здесь нет люстры, только лампочки, это потолок, и висят занавески. Эти занавески я купила год назад. И они уже год висят здесь, но у меня нет картин. Нет. А у вас что висит у вас в комнате? У вас занавески или, может быть, жалюзи? Сейчас я хочу объяснить грамматику. Висеть где, вешать, повесить куда. Висеть значит предмет находится в воздухе. Да? Вещь не стоит, вещь не лежит, вещь висит. Она висит на стене, она висит на потолке, она висит в шкафу, она висит на вешалке. Вещь находится в воздухе. Что висит где? Куртка висит на вешалке.
Куртка висит на вешалке. Твои рубашки висят в шкафу. Твои рубашки висят в шкафу. В коридоре висит картина. В коридоре висит картина. На потолке висит люстра. На потолке висит люстра. Вещь висит, мы ее туда повесили. Настоящее время вешать. Вешать куда? Обычно я вешаю куртку в шкаф. Обычно я вешаю куртку в шкаф. Она вешает картину на стену. Она вешает картину на стену. Мы вешаем календарь на дверь. Мы вешаем календарь на дверь. Он всегда вешает ключи на крючок. Он всегда вешает ключи на крючок. Они вешают магниты из путешествий на холодильник. Они вешают магниты из путешествий на холодильник. Прошедшее и будущее время повесить. Повесить куда? Она погладила платье и повесила на плечики. Она погладила платье и повесила на плечики. Мы хотим повесить сюда зеркало. Мы хотим повесить сюда зеркало. Я повешу сюда свою фотографию. Я повешу сюда свою фотографию. Они повесят вину на него. Они повесят вину на него. Повесь полотенце в ванную, пожалуйста. Повесь полотенце в ванную, пожалуйста. Сегодня у меня 4 вопроса для вас. Вопрос номер 1. Какая одежда висит у вас в шкафу? Какая одежда висит у вас в шкафу? Вопрос номер 2. Что висит у вас в комнате? Что висит у вас в комнате? Когда вы это туда повесили? Когда вы это туда повесили? Вопрос номер 3. У вас дома есть картины? У вас дома есть картины? Где они висят? Где они висят? А люстры? А люстры есть? Где они висят? Где они висят? Вопрос номер 4. Куда вы вешаете куртку, когда приходите домой? Куда вы вешаете куртку, когда приходите домой? Хорошая работа. Я вас поздравляю. А нет, еще нет. Сегодня мы изучали 3 глагола: висеть, вешать, повесить. Они похожи и трудно понять, какой глагол использовать. Для этого лучше послушать этот урок много-много раз. Внизу будет аудио, также там будет транскрипция и упражнения. Вы можете посмотреть транскрипцию, вы можете сделать упражнения, и нужно послушать этот урок много-много раз. Так вы будете чувствовать, какой глагол использовать правильно в данной ситуации. Первый урок здесь на канале. У меня есть подкасты, это бесплатно, мои бесплатные подкасты, слушайте их для практики, ссылка внизу. Желаю вам удачи, пока-пока!